Всем привет! Протесты чернокожего населения в США на некоторое время стали главным информационным поводом о положении дел за океаном. Новости об очередном противостоянии бунтарей с копами смаковали все российские СМИ, особенно провластные, ведь рассуждения на эту тему, во-первых, совершенно безопасны для российского правящего класса. Проблемы расизма в нашем обществе нет, и даже националисты 2000-х не проявляют какой-то заметной политической активности. А во-вторых, они позволяют одному капиталистическому государству критиковать другое капиталистическое государство, не затрагивая основ системы производственных отношений, и объясняя происходящее отсутствием сильной руки национального лидера, кризисом госуправления, дефицитом духовных скреп в американском обществе и так далее. А вот куда менее приятной темой для официальной пропаганды является устойчивый рост антикапиталистических настроений за океаном, особенно в среде молодежи. По результатам многих исследований, половина американцев в возрасте до 29 лет считает социализм более прогрессивной формой общественных отношений. И, как это часто бывает, причина здесь не в том, что на просторах Ютуба вдруг появилось много левых блогеров, влияющих на неокрепшие умы. Система сама взращивает своих противников, которые становятся свидетелями того, как в их собственную жизнь притворяются сюжеты советских плакатов. Так что же будоражит юные умы в США? Проблема образования, точнее его доступности. Эта сложная многофакторная проблема чаще всего иллюстрируется одним экономическим показателем – студенческим долгом, то есть размером кредитов, взятых американцами на образование. Номинальная величина этого показателя впечатляет. На начало 2020 года он превысил отметку в 1 триллион 540 миллиардов долларов, занимая 11% в общем объеме долгов домохозяйств. Это второе место после ипотеки. Долг растет и в реальном выражении. С 2006 года его отношение к ВВП увеличилось вдвое, до 8%. А должниками по образовательным кредитам сегодня являются 45 миллионов американцев. В чем причина такого роста? Нетрудно догадаться, что в основе многих противоречий современного общества в США и не только лежит проблема социального неравенства. Но здесь нужны уточнения. В 1957 году Советский Союз осуществляет гигантский научный прорыв, выводит на орбиту первый искусственный спутник и одерживает победу в космической гонке. Тогдашний президент США Эйзенхауэр скажет: «Одним из наших самых больших и вопиющих недостатков является то, что в этой стране мы не можем уделять достаточно внимания научному образованию». One of our greatest and most glaring deficiencies is the failure of us in this country to give high priority enough to scientific education. В 1958 году он подписал законопроект, который не сделал высшее образование бесплатным, но позволил студентам колледжа занимать до $1000 в год у федерального правительства, заложив тем самым основы современного образовательного кредита. Студенческие кредиты действительно помогли большому количеству людей поступить в колледж, но так как спрос на высшее образование увеличился, его цена также выросла. И продолжает расти стремительными темпами, которые значительно превышают инфляцию. Так, за последние 30 лет 4-летнее обучение в бакалавриате государственных вузов подорожало в 3 раза в реальном выражении. За тот же период средние доходы американских домохозяйств выросли лишь на 18%. Кстати, это общее свойство большинства стран в эпоху неолиберализма, когда на фоне дешевеющих потребительских побрякушек действительно важные ценности, в частности образование, становятся намного дороже. На эту тему рекомендую посмотреть один из наших прошлых роликов. Учеба в колледже дорожает, однако проблема сводится не только к оплате образовательных услуг. Например, в расходах иногороднего студента бакалавриата государственного вуза они составляют лишь 60%. Еще 27% уходит на проживание и питание, по 3% на книги и транспорт. И на это тоже приходится брать кредит. Так, из американских студентов, кто учится бесплатно, то есть чью оплату за образование покрывает государство или специальные фонды, только треть не имеют долгов. Для остальных средний размер задолженности составляет $24 тысячи. Ставки по образовательным кредитам, даже те, что выдаются государством на нерыночных основах, достаточно велики. И несмотря на падение вместе с процентной ставкой ФРС, они все равно превышали ее уровень, делая студенческий заем менее выгодным, чем ипотечный. Мне часто приходится слышать такой аргумент. Кредит – это ведь классная штука, он делает образование доступным и позволяет получить самый престижный диплом даже выходцам из бедных слоев. Мол, учись как следует, устраивайся на хорошую работу и сумеешь быстро погасить долг. Но эта лубочная картина имеет мало общего с реальностью.
На деле главным потребителем образовательных кредитов в США являются обеспеченные люди. На 6% заемщиков приходится треть денег, взятых в долг под образовательные нужды. Для бедных слоев населения образовательный кредит часто является совершенно недоступным из-за его дороговизны. А поскольку нередко заем оформляется на родителей студента, то в США все большее количество людей вынуждены откладывать выход на пенсию, чтобы погасить задолженность. Доля должников, имеющих просрочки по обслуживанию образовательных кредитов, у этой категории населения выше, чем в среднем по экономике. С середины 2000-х доля просроченных кредитов выросла на треть. Она составляет более 10% и свидетельствует об относительно низких зарплатах у выпускников в сравнении с суммой образовательного долга. Так, в 2019 году средняя годовая зарплата выпускников в США с опытом работы до 5 лет составляла $49,5 тысяч в год. При этом средний долг после окончания колледжа равнялся $33 тысячам. Увеличение студенческих долгов оказывает негативное влияние на экономику, сдерживает спрос заемщиков на товары и услуги. Социологические исследования называют необходимость обслуживать эти кредиты одной из причин, почему молодежь в США откладывает создание семьи и покупку дома. Проблема зашла так далеко, что идея сенатора Берни Сандерса отменить все долги по студенческим кредитам стала одной из центральных в его предвыборной программе и сделала его самым популярным политиком среди американской молодежи. В некоторых случаях американец может получить освобождение от уплаты долга уже сейчас, однако возможность эта доступна лишь небольшому количеству граждан. В 2019 году таких было около 1000 человек, а сумма списанных долгов составила лишь 70 миллионов. Напомню, что общий размер образовательных кредитов в США преодолел планку в $1,5 триллиона. Проблема долга связана также с тем, что из года в год материальная выгода от получения высшего образования в кредит становится все менее очевидной. Среднечасовая заработная плата выпускников колледжа в США выросла менее чем на $1 с 2001 года, с учетом инфляции. А прибавка в заработке за наличие диплома перестала расти 20 лет назад. И это неудивительно. По мере того, как американский промышленный капитал мигрировал в страны с дешевой рабочей силой, продолжала деформироваться структура американской экономики. В ней снижались инвестиции в основной капитал, падали темпы роста производительности труда, стагнировали инвестиции в новые технологии. Возможность эксплуатировать дармовой труд азиатских рабочих повлияла на устройство рынка труда в самих Соединенных Штатах. В последние десятилетия в ней почти перестали появляться рабочие места в высокопроизводительных и высокооплачиваемых сферах труда, а наибольший прирост происходил в категории наименее оплачиваемых и самых низкопроизводительных. В то время как в промышленное производство влились сотни миллионов новых рабочих рук в Азии, многие американцы пополнили ряды безработных. Американский антрополог Дэвид Гребер ввел в оборот новое понятие «bullshit jobs» – бессмысленных профессий, которые несут в себе мало общественной пользы и являются искусственно внедренными в экономику. Ученый отмечает, что за последнее столетие количество производительных рабочих в западном мире уменьшилось в несколько раз. Однако это не привело к резкому сокращению рабочего дня, как предсказывали Кейнс или Маркс. Вместо этого капитализм нашел им другое занятие. Экономику наполнили всевозможные контролеры, полицейские, телохранители, секретари, аудиторы. Количество работников в сферах менеджмента, делопроизводства, продаж и обслуживания возросло в 3 раза – с 1/4 до 3/4 всех занятых. Масштабные социологические исследования показывают, что как минимум треть работников американской экономики осознают бессмысленность собственного труда и не видят в нем никакой общественной пользы. При этом удовлетворение от работы получает лишь каждый 7-й занятый. А когда в экономике снижается потребность в образованном человеке, система не будет создавать условий к тому, чтобы образование становилось более доступным. Все это актуально и для России. У нас фрагментарно еще сохранилось советское наследие в области образования, и доля студентов, обучающихся бесплатно, выше, чем в США. Однако уже сейчас более половины молодежи вынуждена платить за образование из своего кармана. В крупных российских вузах порой целые факультеты или вовсе не имеют бюджетных мест, или же они представлены там в небольшом количестве. Можно винить в этом чиновников из Министерства образования. Но вряд ли в экономике, где в 21 веке самыми популярными профессиями являются продавец и водитель, могла сложиться иная картина. Истинная причина проблем просвещения кроется в структуре экономики, состоянии отраслей, создающих спрос на грамотного человека. Поэтому каждый обанкроченный эффективными собственниками завод,
Каждая оптимизированная фабрика – это гвозди в крышку гроба нашего образования.